Иосиф Бродский однажды сказал: «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно», а мы, перефразируя классика, скажем, что и спасти всех бездомных животных пока не представляется возможным, а вот помочь отдельно взятой кошке реально для каждого из нас. Кошечку по имени Кара обнаружила волонтер Лилия недалеко от своего дома в Московской области. Кошка лежала на газоне и не могла встать на все лапки, она беспомощно ползала, перебирая передними, а задние волочились по траве. Смотреть на это равнодушно не смог бы ни один человек. Оказалось, что ранним утром того же дня какой-то нелюдь стрелял в этом дворе по кошкам из травмата, а за несколько дней до этого в соседнем дворе кошек отравили. Действовать нужно было быстро, и Лилия позвонила в приют. Сразу же было решено отправить кошку на такси в один из лучших московских ветеринарных центров и как можно скорее. Уже через 3 часа, осмотрев кошку, сделав рентген и УЗИ, врачи вынесли вердикт: кошка беременна на последнем сроке, у нее огромная гематома на животе и травма тазобедренного сустава. Ее, ласковую беременную малышку, какой-то выродок пнул ногой прямо по животу, и скорее всего не один раз. Один из 3 еще не родившихся котят, как показало УЗИ, умер прямо у нее в животе от полученных ударов, а другой получил травму и имел очень мало шансов на выживание. Нет слов, чтобы описать, какую боль, какой шок и какой страх испытала Кара за себя и за еще не родившихся малышей. Она ведь не могла даже убежать в тот момент от своего мучителя. Перед врачами и волонтерами встал сложнейший выбор. С одной стороны, у кошки внутри был мертвый котенок, и по всем правилам, во избежание перитонита ее нужно было срочно стерилизовать, но с другой стороны анализ крови показал у нее низкий уровень тромбоцитов, что означало возможный летальный исход от кровотечения прямо на операционном столе. В результате, после долгих обсуждений и консультаций, было принято парадоксальное, но единственно правильное для сохранения жизни и здоровья кошки решение дать ей родить естественным путем. Кара провела несколько дней в стационаре ветеринарного центра, и ее состояние благодаря усилиям врачей значительно улучшилось. Ежедневно приезжая навещать ее в клинику, волонтеры были поражены, насколько сильны в ней любовь к людям и желание жить, несмотря на ужасный опыт общения с представителями нашего вида. На осмотрах кошечка ласково терлась об руки врачей, а все процедуры переносила терпеливо, спокойно и даже иногда мелодично мурлыкала прямо на процедурном столе. Когда же состояние Кары значительно улучшилось, и она стала уже сама вставать на лапки, кошка была благополучно выписана из клиники и привезена в приют. Уже через 2 недели у Кары начались роды, их приняли сотрудники приюта. Как и ожидалось, один из котят родился мертвым, другой был сильно травмирован и умер практически сразу после родов, но 3-й малыш, несмотря ни на что, родился совершенно здоровым и крупным на радость всем. Роды для самой кошки прошли хорошо, гематома к тому моменту уже окончательно рассосалась, и осложнений не возникло. После родов Кара стала более отстраненной, видимо, случившееся с ней не давало о себе забыть, а материнство сделало ее осторожной. Она волновалась за своего единственного выжившего малыша. Сына Кары мы назвали чудом из-за его чудесного спасения. На радость всем сотрудникам приюта малыш рос и креп не по дням, а по часам. Он был на удивление здоровым и активным ребенком. Кара благополучно выкормила котенка, и в середине октября 2015 года, когда ему было чуть больше 2 месяцев, за ним пришла его будущая хозяйка Ирина. Неделю спустя, когда чудо еще немного подрос и ему сделали все необходимые прививки, котенка отправили в новый дом, и самой красавице Каре пришлось ждать свою новую семью недолго. Уже через неделю нам написала ее будущая хозяйка Светлана, которая следила за историей Кары с самого начала. Светлана понимала, что после пережитого Кара может неоднозначно реагировать на людей, и на своих сородичей это вызывало некоторые опасения, потому что у будущей хозяйки Кары дома уже жила кошка Буся. К счастью, опасения не подтвердились. Конечно, поначалу Кара вела себя осторожно и вдумчиво, но очень скоро привыкла к новой обстановке и с удовольствием познакомилась с новой подругой. Теперь Светлана,
Кара и Буси живут в счастье и гармонии, что видно и по фотографиям, которые они регулярно нам отправляют. Кара чувствует себя замечательно, а врачи говорят, что с ее нынешним здоровьем можно хоть лететь в космос. Правда, в космос Кара не собирается, ей гораздо комфортнее дома, с мамой и лучшей подругой. Кто-то скажет, что это просто история дворовой кошки и ее котенка, ничего особенного, капля в море добрых дел. Да, весь мир изменить невозможно или очень сложно. Зато мы изменили мир одной отдельно взятой души, даже двух душ. Разве это мало?